Where did we leave off yesterday? Revelation chapter 9. And I won't spend a lot more time on the trumpets or the bowls. Я не буду еще слишком много времени уделять трубам или чашам. Remember, we have 7 seals. Помните, у нас было 7 печатей? Remember that? Помните? Okay. And we had the very first 6 of them, and then we had a break. У нас сначала 6 были описаны, потом перерыв. Before we had seal number 7. Перед 7-й печатью. Remember that? Помните об этом? And what was seal number 7? А что было 7-й печатью? Seal number 7 was 7 trumpets. 7 труб. Remember that? Представляла 7-ю печать. Помните? Okay, and the same pattern we're going to see with these trumpets. И по этому же примеру то же самое с трубами. We'll see 6 of these trumpets plus a break. Описывается 6 труб, затем разрыв. And then trumpet number 7. И затем 7-я труба. And what is trumpet number 7? И что такое была 7-я труба? Bowl. 7 bowls. Good. So you want to remember seals, trumpets, bowls. Итак, вам нужно запомнить печати, трубы, чаши. Don't mix those up. Не перемешайте их, не If you смешайте. say trumpets, bowls, seals, it's out of order. Если вы скажете трубы, печати, чаши, да, уже не в правильном порядке. Or bowls, seals, trumpets, it's out of order. Или если чаши первыми, это тоже не в правильном порядке. It has to be seals, trumpets, bowls. Должны быть печати, трубы, чаши. Okay, and we've seen the first 4 of those trumpets. Мы с вами видели 4 трубы, рассмотрели. And trumpets 5, 6, and 7 are also called woes. И также 5-я, 6-я, 6 and 7. Yes. Very good. И 5-я, 6-я, 7-я трубы, они также названы горе, провозглашаются горе. Because there are 3 woes. Потому что у нас там 3 раза провозглашаются горе. When God gives a woe message, is that a good message or a bad message? Если Бог тебе дает послание о горе, то это хорошее или плохое послание? Bad message. Плохое послание. That's right. When He pronounces woe, you know the rest of that message is not going to be a happy message. Если Божье послание начинается с провозглашения горя, то ты знаешь, что все остальная часть послания не будет особо счастливой. It's like when my parents would speak to me as a boy growing up. Это похоже на то, как со мной родители говорили, когда я был мальчиком. When they called me Bob, everything was good. Когда они звали меня и по имени Боб, то все хорошо, я знала. But when they called me Robert, I knew that it was not so good. Если они меня звали Роберт, то я знала, что, наверное, что-то не так. And then if they used my middle name, if they said Robert Lee, А если они использовали мое среднее имя, говорили Роберт Ли, ooh, I was in a lot of trouble at that point in time. вот тогда я знала точно, у меня больше неприятностей. And so we learn the same thing when we see the word woe in Old Testament or New Testament passages. То же самое мы видим и в отрывках в Ветхом и в Новом Завете, когда послание начинается с провозглашения горя. And we saw in woe number 1, or trumpet number 5, that the abyss was unlocked and all of the demons came flooding out. И вот мы увидели с вами, когда было провозглашено первый раз горе, или можем назвать это 5-й трубой, была открыта бездна, и демоны были выпущены. And the form of these demons was quite remarkable, quite interesting. И довольно интересную, такой яркую форму приняли эти демоны. Because normally demons cannot take a physical form, they have to possess a person or an animal. Потому что обычно демоны не приобретают какую-то физическую форму, они хотят вселиться или в человека, или в животное поэтому. But for the period of this trumpet, they are going to be allowed to have physical form and to bite humanity. Но вот на время вот этой трубы им будет позволено приобрести физическую форму и кусать людей. And yet humanity will not be able to physically die during this period of time. Но при этом люди не смогут физически умереть. Which brings us now to the 6th trumpet, or the second woe. И теперь мы переходим к 6-й трубе, или же второму провозглашению горя. And these 4 angels at the 4 corners of the earth. И 4 ангела с 4 сторон мира. Okay, I think we saw a little bit of them yesterday. Я думаю, вчера мы немножко разобрали. No, these are 4 different angels, I'm sorry. Нет, это 4 уже других. These are 4 angels that are bound in the Euphrates.
Это 4 ангела, которые связаны в Ефрате. Now, I have been to the Euphrates. Привязаны к этой местности. Я был. I did not see these angels, Этих ангелов я не видел там. but that's not surprising, Ну, это неудивительно. because angels are normally invisible and you don't normally see them. Потому что ангелы обычно невидимы, и их никто не видит. But now they are released so that they might kill a third of mankind. Но теперь они высвобождены для того, чтобы убить 1/3 человечества. Now, sometimes it's interesting to go ahead and add up the cumulative death toll, Иногда интересно подсчитывать общее количество жертв. because we already saw 1/4 of the earth was killed, Мы уже с вами видели в тексте, что 1/4 земли населения убиты. and even before that we had war and famine and death where many were killed. И даже до этого уже происходили и смерть людей, голод, то есть многие уже до этого были. So now out of the 3/4 that are still alive, a third of them are going to be killed. Итак, теперь, добавок к этому, еще 1/3 тех, кто остались живых, будет убита. You understand there will not be very many who survive these 7 years. Вы понимаете, что не очень большое количество людей выживет вот эти 7 лет. We don't know under what circumstances these angels were bound, Мы не знаем, в каких обстоятельствах были связаны эти ангелы, but they have been prepared for this hour and day and month and year. но они были подготовлены к этому дню, месяцу и году. God has very perfect timing in all that He does. Бог придерживается совершенного расчета времени во всем, что Он совершает. Okay, and now we see riders on these horses. Теперь мы видим всадников на лошадях, на конях. Where do these horsemen come from? Where do these horses come from? Откуда эти кони, откуда эти всадники? And you look at the breastplates of the riders in verse 17. В 17 стихе мы видим, что у них нагрудные есть брони, у нас написано. And these aren't normal horses because they have lion heads and they breathe fire. И это кони тоже необычные, знакомые нам, потому что головы, как головы у львов, и изо рта выходит огонь, дым и сера. And a lot of folks consider that these are different creatures than we had earlier in the chapter. Некоторые считают, что это другие существа, не те, о которых раньше у нас было в этой главе. And in your notes under point 2b, I indicate that I tend to think that these are the very same demons that have had some growth or some transformation to their material form. Но у вас в распечатках это пункт 2b. Там я указала вам, что я считаю, что это те же самые существа, просто произошли какие-то перемены в их внешнем виде. Otherwise, we don't really see the origin or the source of these fire-breathing, lion-headed horses. Иначе у нас тогда нет особой информации, откуда эти кони с такими головами львов и огнем изо рта. And so I tend to think they are the same as the demons that came out of the abyss earlier in the chapter. Поэтому я считаю, что это те же демоны, которые в начале этой главы вышли из бездны. And the number of the armies of these horsemen is 200 million. И количество этой армии 200 миллионов. And this is a literal reading from the Greek. Вот это число, это если буквально воспринимать греческий текст. The dis myriades myriadon. Дис мириадис мириадон. So 200 million. Итак, получается 200 миллионов. And that takes the literal number for what a myriad is, and a myriad of a myriad, and two of those. Это если буквально воспринимать, что такое тьма или мириада, и мириады, мириад, две, получается 200 миллионов. In 2C, I give you some numbers for military sizes in the world today. И пункт 2C, там у вас немножко информации по поводу размера армий на сегодняшний день. Or maybe in 2006 when I wrote this notebook. Ну или, наверное, это данные больше 2006 года, когда я писала это. And the size of Iran and all the other armies that have more than 1 million. Там военные силы Ирана, других стран, в Иране больше 12 миллионов. And interestingly, if you add up 164 countries combined all together, you end up with 81.5 million troops. И интересно, что если собрать все войска 164 стран, то получается 81 миллион, ну там с лишним, с половиной.
this coming weekend, if you decide to invade a country somewhere, Что если вы на следующей неделе решите завоевать какую-то страну, I recommend you invade Antigua and Barbuda, то я рекомендую вам завоевывать Антигуа и Барбуда, because their army is only 245 потому people. что у них армия всего лишь 245 человек. If you'd like to do that on your free time. Если в свободное время вы решите этим заняться. Okay, let's look at the end of this chapter. Давайте рассмотрим конец этой главы, Because, a third of mankind is killed. потому что убито треть человечества. And this is after a fourth of mankind is killed. И это уже после того, как четверть человечества была You убита. understand that's an equal amount. Вы должны понять, что это одинаковое количество. Because what's left after the 1/4 is that you have 3/4 left. Потому что после того, как 1/4 забрана, остается 3/4. And so 1/3 of those is another 1/4. А 1/3 от 3/4 получается 1/4. Получается одинаковое число. It's an equal amount to what has already died. Да, это то же самое количество, которое уже умерло. Now half the planet is gone. Теперь получается половина населения планеты нет. And you would think that human beings would be humbled and repentant. И кажется, что это должно уже смирить людей, и они должны покаяться. But when you read verses 20 and 21, what do you see? Но читая 20 и 21 стих, что мы видим? They did not repent. Они не каятся. They continue to worship demons, Они продолжают поклоняться демонам, and they continue to worship the idols of materialism. и также продолжают поклоняться идолам материализма. And so the judgment will continue. Итак, судный день продолжается. Okay, chapter 10. Итак, 10 глава. Вопрос есть по... Have a question? Okay. Вот эти люди, которые, написано, остались, они не покаялись. Все, кто не умер. Я, может быть, восхищаю, но получается так, что все оставшиеся люди не каются. И умирают, и умирают. Кто тогда, в конце концов, останется из верующих на миллениум, если все оставшиеся люди просто категорически не каются? Откуда верующие возьмутся? If we say that everyone who was left after this and they do not repent, then where are we going to get any believers by the end of the tribulation? If that's the pattern, that nobody wants to repent. Mm-hmm. Yeah, the statement is a good question. These are statements of the population in general. Думаю, эти утверждения касаются в общем населения. Obviously, individuals within those nations get saved. Очевидно, что отдельные какие-то люди в каждом из этих народов будут спасаться. And that's pretty normal in many passages of Scripture. И это такое распространенное явление в многих отрывках Писания. When there are nations that are destroyed, Когда уничтожаются народы, we understand that there can be individuals within those nations that are remnant of believers that are saved. нам понятно, что в этом народе могут быть отдельные люди, которые и составляют вот этот остаток, который спасен. Like Lot out of Sodom, Например, Лот из Содома, or Rahab out of Jericho, или Рааф из Иерихона. and believers in the tribulation out of all of this destruction. И также верующие периода скорби из всего этого уничтожения, разрушения. Okay, good question. Хороший вопрос. Okay, chapter 10. 10 глава. There's going to be a top secret message in this chapter. Здесь будет сверхтайное послание в этой главе. You understand top secret? Понимаете, что такое сверхтайное, сверхсекретное? I was a military policeman in the army, Я был полицейским военным в армии. and my security clearance was above top secret. Security what? My security clearance. Допуск. Допуск был выше, чем супертайные какие-то вещи. Started out top secret, and then it got added above top secret. Начинается с самых тайных, секретных и выше, да. And so now I can appreciate top secret messages that come in the Bible. И поэтому я благодарен и замечаю такого же рода послания в Библии. Daniel had received a couple back in Daniel 8 and Daniel 12. У Даниила было несколько таких посланий, Даниила 8 и Даниила 10, 12. And now John is going to hear some thunder peals.
И теперь Иоанн слышит гром, в общем, с неба. And so he sees another strong angel coming down out of heaven. Итак, он видит еще одного сильного ангела, сходящего с неба. And he had a little book open in his hand. И у него в руках небольшая открытая книга. And he cried out with a loud voice, and when he cried out, there were 7 peals of thunder. И он закричал громким голосом, воскликнул громким голосом, и когда он вскрикнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. And this wasn't normal thunder because this was actual messages. И это не был обычный гром, потому что это были настоящие послания. And so John was about to start writing those down, and he's told, no, don't write those down, seal those up. И Иоанн собирался записать то, что он услышал, но ему было дано повеление: нет, не записывай это. So I cannot tell you what that message was. Итак, я не могу вам объяснить, что именно за послание там было. If any pastor comes and tries to tell you he knows what it was, tell him he's a liar. Если же какой-то пастор попытается вам объяснить, что это, то вы можете сразу знать, что он врет. Okay, but now, not only does John have to keep secret what he's heard, now he has to eat the book. Но теперь Иоанну не только нужно сохранить это в тайне, то, что он услышал, но также и съесть этот свиток. Like a spy in the movies where he gets a note and then he has to eat it. Как шпионы в фильмах, когда у них какая-то записка тайная, и ему нужно ее съесть. Nobody can read it after he's И eaten когда он it. ее съел, никто не сможет прочесть ее. Okay. Questions on this chapter? We'll go Yes. real fast through this chapter. Мы очень быстро идем по этой главе. Есть вопросы? Okay. You have your notes there. Маленький вопрос. Что значит, он был в горке, в желудке, там, сладкий стал? Эффект What такой. does it mean when he says that it was bitter in his stomach and sweet on his lips? Oh, yeah. That's not too uncommon. There are many things that taste great while we're eating them. Это не что-то особенное. Много есть таких вещей, которые на вкус приятные, когда мы их едим. And then later on, we really regret we shouldn't have eaten. А уже пройдет чуть-чуть времени, и мы уже сожалеем, что мы съели что-то. And I think that's what is being described here. Я думаю, что вот эта подобная ситуация описана. And beyond that, I don't know. Okay. Similar to Ezekiel, И похоже на Иезекииля. and you've got notes there if you want to read about Ezekiel 2 and Ezekiel 3. И у вас там распечатка, если вы хотите, можете прочитать там от Иезекииля 2 и 3. Okay, and then okay, and then he's told that he will be preaching again in verse 11. И в 11 стихе здесь ему как раз говорится: ты будешь снова опять пророчествовать. And this agrees with what the church fathers tell us about the life of John. И это соответствует тому, что мы читаем у отцов церкви об Иоанне. But after his release from Patmos, he did spend the rest of his life preaching these messages from the book of Revelation. О том, что после его заключения, после его освобождения из острова Патмос, он действительно еще несколько лет учил вот этим посланиям. And if you ever want to read Victorinus, I do recommend that. He was a church father at the start of the 4th century. И я вам советую прочитать, не знаю, как по-русски правильно, Викторий какой-то, может, у вас есть там. Советую прочитать этого отца церкви. It's 45 in your outline. Пятый пункт. Викторий. He was actually he did his writing at the end of the 3rd century, Он писал в конце 3 века. and actually wrote the first comprehensive commentary on the book of Revelation. И он написал первые такие полноценные комментарии на Книгу Откровения. By the way, there are a lot of bad interpretations of Revelation that are around today. Но сегодня существует много плохих толкований на Книгу Откровения. Some even tell you that it's all over, it was all finished in 70 AD when Jerusalem was destroyed. Некоторые даже говорится, что все это уже все прошло, когда в 70-м году Иерусалим был разрушен. And a lot of other garbage that is around today. И много другого мусора сегодня можно найти. When you read Victorinus, it's interesting that he views all of this still as yet future, and
none of this was fulfilled in 70 AD. Но довольно интересно, если почитать Виктория, то он как раз рассматривает это, что это все еще в будущем. It was impossible for it to have been written that early because John was exiled to Patmos by the Emperor Domitian. И невозможно, чтобы это рано все произошло, потому что он был изгнан на Патмос Домицием. And this is why we hold to our 96 AD writing for the book of Revelation. И поэтому 96-й год считается датой написания книги Откровения. Okay, I think for the rest of the trumpets and bowls, I will let you read on your own. И я думаю, вы сами прочтете остальную часть труб и подарок. You can read those chapters and verses. You can read the notes in your notebook. Вы можете сами прочитать и главы, где это описано, и распечатку. I want to make sure that while we're in class together, we take the time to explain the symbols and the visions that are in some of these other chapters. Я бы хотела, чтобы мы точно разобрали на занятиях некоторые символы, которые находятся в других главах. Many of these that come in this break. Многие из них появляются вот в этом разрыве. Okay, and so in chapter 11, we've got two witnesses. Итак, в 11 главе у нас два свидетеля. And we should say a few things here. Remember, God demonstrates His faithfulness throughout the tribulation. Помните, что на протяжении периода скорби Бог являет свою верность. And His faithfulness is represented when He sends a single. You remember? Верность Его проявляется, когда, помните, Он писал, He sends a single нам посылает одного ангела and a pair and a large number. одного ангела, потом пару свидетелей и большое количество. And so here we have the pair of witnesses in chapter 11. И в 11 главе как раз описаны вот эти два свидетеля. All right? You remember this from yesterday? Помните вчера об этом? Okay, so the single, what did he send that was the one? Одного он послал, кого? It was an angel. Ангела. And the large number? А большое количество кого? Who's the large number that God sends into the world? Как большое количество кого он послал? 144,000 Jewish evangelists. Да, 144 тысячи еврейских евангелистов. Okay, so here are the two witnesses in chapter 11. Итак, вот в 11 главе эти два свидетеля. And he's given a measuring rod and told to go measure the temple. Ему дана трость и сказано, пойди и измерь храм. And kind of interesting because this repeats something that Ezekiel had to do. Это интересно, потому что это повторение похожее на то, что Иезекиилю было сказано сделать. We actually are reminded of 4 different prophets of Israel. На самом деле это напоминает о 4 различных пророках Израиля. Ezekiel measured the millennial temple in chapters 40 through 48. С 40 по 48 Иезекииль измерял храм Миллениума. And Zechariah measured Jerusalem in Zechariah chapter 2. Захария измерял Иерусалим во 2 главе Захарии. Daniel spoke of the temple's defilement, Даниил говорил об осквернении храма, as did the Lord Jesus Christ. как и Господь Иисус Христос. Okay, he's told to leave out the outer court and do not measure it because it's been trampled by the Gentiles. Ему сказано не измерять внешний двор, потому что он был попираем язычниками. And here's one of our references to the 42 months under which this place will be trampled. И вот и как раз это место, где упоминается 42 месяца дата. And immediately connected to the 42 months of verse 2 is the 1260 days of verse 3. И вот эти 42 месяца напрямую связаны с следующим стихом 3, где упомянуто 1260 дней. During which time they are going to be testifying to the truth of God's Word. На протяжении которых они будут свидетелями Божьего Слова. Okay, now there are 100 different interpretations of who these guys are. Существует 100 различных толкований, кто эти два свидетеля. Where are the two places we're going to look to find our answers? Куда нам нужно посмотреть, чтобы найти ответы? Immediate context and parallel И параллельные passages. Are you отрывки. tired of hearing that?
Вы уже устали слышать I can это? stop saying it. I just don't want you to get it wrong on your test. Хочу, чтобы вы правильно ответили на тесте, поэтому вам говорю все время. Because to say the same thing again is no problem for me, and it is a benefit for you. Потому что для меня не проблема 100 раз говорить одно и то же. Для вас, наверное, слушать может быть проблема. Тренинг обучения. Repetition is the matter of learning. Yes. Did you say that again? Повтори. 2A in your notes. 2A в распечатках у вас. Okay. This passage does not name them, В отрывке не названы эти два свидетеля. but there are many theories as to who they are. Но существует множество теорий о том, кто это. And when we read through their description, we see how they are dressed, И мы в описании видим, как они одеты, во что они одеты. and they are clothed humbly and uniquely. И они одеты смиренно и уникально. And a lot of folks say, well, this looks like Elijah and John the Baptist. И некоторые говорят, ну, тогда это похоже на Илью и Иоанна Крестителя. They're also described as olive trees and lampstands. Также они здесь описаны, сравнивают две маслины, два светильника. So the olive tree description reminds people of Zechariah chapter 4, and they say, well, maybe this is Zerubbabel and Joshua. И вот эта маслина напоминает людям о Захарии 4 главе. Они говорят, может быть, это Зоробабель и Иисус Навин. You also look at the miracles that they do in verses 5 and 6. Затем люди смотрят на чудеса, которые они совершают, 5-6 стих. They can breathe fire to kill their enemies. Они могут посылать огонь, чтобы убить врагов. They can stop the sky from raining, Могут останавливать дождь, turn water to blood, and strike the land with plagues. превращать воду в кровь, поражать язвами землю. And so these miraculous powers are similar to the Old Testament prophets Moses and Elijah. И вот такого рода чудеса напоминают людям из Ветхого Завета о Моисее и Илие. Okay? And I provide for you Bible verses on all of these different possibilities that people talk about. Все вот эти варианты, которые обсуждаются, у вас в распечатке перечислены места, на основании которых эти доводы. Now, when we look at verses 7 through 10, we find that they're going to get killed. С 7 по 10 мы читаем, что эти два свидетеля будут убиты. And I think that's a problem for people that have already died, И это, я думаю, проблема для тех, кто уже умер. because it is given unto man once to die, and after that the judgment. Потому что людям дано один раз умереть, один раз смерть, и после этого суд. But we can look at it anyway. They are martyred because of their testimony. The beast will kill them. Но мы читаем, что они умирают мученической смертью, зверь убивает их. And then they leave their dead bodies just lying in the street for celebration and public display for 3 И days. затем их тела оставляют люди на улице лежать, чтобы устроить празднование их Not allowed to be buried, Им не позволено их похоронить, because burying them would put them out of sight. потому что если их похоронить, то тогда люди не могут видеть их. Antichrist wants to show that they're dead and they're staying dead. И Антихрист хочет показать всем, что они мертвы, и они останутся мертвыми. But it's not going to work because they're going to be raised again after 3.5 days. Но его план не сработает, потому что после 3 дней они воскреснут, вернутся к жизни. And we don't know how long they remain after that, but long enough to scare everybody. И мы не знаем, сколько еще времени после этого они пробыли на земле, но достаточно, чтобы всех напугать. And then they are caught up in a cloud and they depart for heaven. И затем они схвачены на небо, на облаке в небо и забраны с земли. Then you see as this paragraph closes, the earthquake and more people die. И в завершении этого повествования происходит большое землетрясение, и еще больше людей умирают. And interestingly, some were even giving glory to the God of heaven. Интересно, что некоторые из них воздавали славу Богу Небесному. Okay, so the second woe is past. Behold, the third woe is coming quickly. Итак, второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. Okay, now. The point F in your notes. Пункт F в распечатке.
I skipped over E. They were executed, resurrected, and ascended to heaven. Я пропустил то, что в И говорено, что они были публично казнены, и воскрес, вернулись к жизни публично и вознесены публично. Okay, and now the speculation on the identity of these two witnesses. И затем разные размышления людей по поводу того, кто эти свидетели. Actually, dozens of different theories, but these are probably the most popular. На самом деле десятки существует таких толкований, вот это самые популярные. Moses and Elijah is probably the most popular Самым распространенным пониманием является, наверное, то, что это Моисей и Илья. because of the miracle similarity, Из-за того, что чудеса схожи, because Elijah is coming again, according to the prophets, и, как пророки говорят, Илья должен вернуться, and because Moses and Elijah were seen with the Lord on the Mount of и Transfiguration. также потому, что Моисей и Илья явились на горе Преображения вместе с Иисусом. And so for those reasons, people think, well, maybe there has to be these two people here. И поэтому люди думают, может быть, вот они двое должны быть этими свидетелями. Other people believe it was not Moses, but rather Enoch and Elijah. Некоторые считают, что был это не Моисей, будет не Моисей, а Энох и Илья. Again, because we know that Elijah is coming. Опять-таки причина для Илии, потому что он должен прийти. It was promised in the Old Testament, and Jesus said he's still coming, even though John the Baptist was a type of Elijah. И в Ветхом Завете дается обещание о его приходе, и даже сам Иисус Христос говорил, что да, он еще придет, хотя Иоанн Креститель и был прообразом Илии. But understanding that Enoch and Elijah are the two Old Testament believers that never died. Но также еще одна причина, потому что Энох и Илья — это ветхозаветные верующие, которые так и не умерли физической смертью. And so that might allow for them to be sent back and to be killed in this chapter. И, возможно, по этой причине они будут посланы опять на землю, и здесь уже их убьют. Okay, is that an angel? Welcome, have a seat. Пожалуйста, присаживайтесь. Okay. I used to think that it was Enoch and Elijah. It used to be my opinion, Раньше я придерживался этого взгляда, что это Энох и Илья, but not anymore. но уже так не думаю. There are no names in this chapter, В этой главе не дается имен, and there is nothing that keeps these two witnesses from being men of their own generation. и также нет ничего, чтобы указывало, что это не будут какие-то два новых человека того поколения. In other words, two new prophets of Israel from the tribulation generation. Другими словами, два новых пророка израильских периода поколения скорби, Raised up in their day to answer the test of their times. которые родятся в свое время, чтобы и пройти это испытание своего времени. Okay. Any questions on that, or Есть вопросы по этой части? have you had teaching on this before? Вас учил кто-то, преподавали по этой теме? Okay, yes, sir. Марк Мастер учил нас в воскресенье вечером, что он говорит, что это Илья и Моисей, потому что не факт, что смерть Моисея была обычной смертью, потому что был какой-то спор о его теле между дьяволом и архангелом Михаилом, что, может быть, он был тоже взят. Mark Master taught us that it was Moses and Elijah because we don't really know that Moses died in a usual way, because we have this verse about how Michael was arguing with Satan about his body. Right. So maybe his death was also, he didn't die, but he was taken to heaven, maybe. Okay. So that's why, that was the reason why he thought it was I'm Moses. sorry. Mark Musser is usually smarter than that. Мне жаль слышать, обычно он умнее, чем такие идеи. I like Mark. He's my friend and he's a wonderful pastor. Мне нравится Марк, он мой друг, он отличный пастор. But we do have Bible verses that say Moses died and God buried him. Но у нас действительно есть стих, где говорится, что Моисей умер и был погребен. Я не сказал, что он не умер, а то, что эта смерть была не совсем обычная. It's not that he didn't die, it's like this death was unusual, or some special kind of death. Yeah. I don't know. Maybe I'll ask him someday. Может, я сам спрошу у него об этом когда-нибудь.
Okay, but there are no names in this chapter, and so there's no reason why they could not be men of their own generation. Ну и так, в этой главе у нас не дается никаких имен, поэтому у нас нет причин не допускать, что это могут быть просто люди того поколения, какие-то новые два человека. Okay, so after this break, then finally trumpet number 7 sounds. И вот после этого разрыва, наконец-то, третья... And when the seventh trumpet is blown, седьмая труба. И когда трубит эта седьмая труба, we don't see the earthly effects yet. All we see is the celebration in heaven. и мы не видим, как это влияет на землю, но мы видим, что происходит празднование на небесах. The heavenly response seems to be a great big party. Похоже, что на небесах реакцией на эту трубу была большая вечеринка. Worship and praise and celebration. Поклонение, хвала, празднование. And then we have nations that are enraged in wrath. They're even singing about the enraged nations and the wrath. И затем народы, которые расфилипели, и даже они поют об этих народах расфилипевших. So as the trumpet is sounded in chapter 11, we don't get the earthly effects until chapter 16. Итак, в 11 главе написано, что прозвучала эта труба, но как это на земле отобразилось, мы только в 16 главе видим. So what happens in 12, 13, 14, 15? Что тогда у нас описано 12, 13, 14, 15? Here we have these great symbols or signs that we want to be careful with today. Вот здесь находятся вот и как раз эти символы, с которыми нам сегодня нужно осторожно обращаться. Remember, symbols or signs are characteristic of what form of literature? Помните, что символы, знамения, знаки – это характерная черта какой литературы? Apocalyptic. Okay. Should I stop saying that? Are you Мне tired of нужно that? перестать говорить об этом, уже надоело. Забываю. Okay. You're going to have nightmares at night. У вас будет кошмар, вам снится ночью. You're going to wake up thinking apocalyptic literature. Будете ночью просыпаться и в ужасе думать, апокалиптическая литература. Okay. Well, let's look at a woman. Давайте разберем эту жену. That was there, Revelation 12:1. Откровение 12:1. A great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. И явилась на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, а на голове ее венец из 12 звезд. Okay, so this woman has to represent something. Итак, эта женщина что-то представляет. The sun, moon, and stars ought to be significant. Солнце, луна и звезды тоже должны играть какую-то роль. And she's with child, and she gives birth. И у нее есть ребенок, и она рожает его. Okay, so this has to be a picture of something. Итак, это тоже изображение чего-то. And we will look to immediate context and parallel passages to have clear understanding. И мы с вами будем разбирать ближайшие контексты, параллельные отрывки, чтобы понять это. And something else we're going to see through the process of this chapter is that we have broad, sweeping panoramas. И также еще что-то, что мы заметим в этой главе, это то, что нам дается большая, как бы общая картина. Do you understand what I mean by panorama? Понимаете, когда я говорю панорама, что я имею в виду? It's a wide view. Как бы широкий такой обзор. And in fact, years go by in these visions, centuries go by in these visions. И по сути года и века проходят в этих видениях. I mean, you look at the birth of Christ in verse 5. В 5 стихе мы видим рождение Христа. She gave birth to a son, a male child, who is to rule all the nations with a rod of iron, and her child was caught up to God into his throne. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. So there's the physical birth of Jesus Christ and his ascension to the right hand of the Father, all in the same verse. Итак, вот в одном и том же стихе у нас описано физическое рождение Иисуса Христа и когда Он был вознесен к Отцу. Nothing about his ministry, about his death on the cross, about his resurrection on the third day. None of that. Ничего о его служении, о его смерти на кресте, о воскресении через 3 дня. Ничего. He was born, he was caught up to heaven. Он родился, и он был забран на небо. So that's a picture, and you understand that we have a broad, sweeping view of history in these chapters. То есть вот эта картина этих событий. Мы понимаем, что в этих главах нам дается вот такой широкий взгляд, обзор панорамный.
chapter 12 and 13 especially, panorama symbolic representations. Особенно 12-13 главы даются панорамный символический взгляд, обзор. These are your notes in point 1 and subpoints A and B. Это у вас первый пункт, A и B подпункты. Part of these chapters that form broad pictures of the angelic conflict before the narrative resumes. Некоторые из этих глав изображают ангельский конфликт, прежде чем повествование о Скове поместит все, что происходит в рамки земного контекста. Okay, now this woman who gives birth to the Christ, who is this woman that gives birth to the Christ? Итак, кто вот эта женщина, которая родила Христа? We'll look at the immediate context and we'll look at parallel passages. Мы будем смотреть ближайший контекст, параллельные отрывки. We recognize that the sun, moon, and stars imagery was already used in Genesis as it relates to Joseph's dreams about his brothers. Мы видим, что вот это образ солнца, луны и звезд использовался и появлялся у нас уже во сне Иосифа, когда ему приснились о его братьях, сон приснился. And so the natural understanding means that this woman has to be Israel, the mother of our Savior. Поэтому естественным пониманием будет, что эта женщина — это Израиль, мать Спасителя. There are some bad approaches out there that try to turn this woman into the church. Есть плохие подходы к пониманию этого места. Некоторые считают, что это церковь, это женщина. Or they try to turn this into the Virgin Mary. Или же пытаются доказывать, что это Дева Мария. And you probably understand what group of people wants to do that. И вы, наверное, знаете, какая группа людей пытается вот это отставить. There are people in this world who like to worship the Virgin Mary. И в этом мире есть люди, которым нравится поклоняться Деве Марии. But this is a panorama that encompasses a broad picture, not an individual lady. Но это панорамный взгляд, который описывает всю общую картину, а не говорит о какой-то конкретной женщине. And Mary in the Bible was never clothed with the sun, with the moon under her feet, and she never wore a crown. И Мария, она никогда в Библии не описано, что она была облеченная в солнце, под ногами луна и венец из звезд. Mary was not the mother of 12 tribes, И Мария не была матерью 12 колен, as this woman has 12 stars in her crown. потому что у нее из 12 звезд венец. Okay, and in addition to this sign comes now another sign of a great red dragon. После этого знамения другое у нас знамение о драконе красном, Having 7 heads and 10 horns, and on his heads were 7 diadems. у которого было 7 голов и... Which verse is it? That's verse 3. Большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Okay? And remember the expression 10 horns? We've seen it before, we're going to see it again. Помните, мы уже встречали с вами 10 рогов, и мы снова встретим. 7 heads is something new, but we will see it again. 7 голов — это что-то новое, но мы еще раз увидим это в будущем. And here is the famous tail that sweeps away a third of the stars of heaven and throws them to the earth. И вот это известное место о его хвосте, который увлек с неба третью часть звезд. I say it's famous because this is the verse we look to when we understand the fall of Satan and the rebellion of 1/3 of the created angels. Я говорю известное место, потому что мы знаем, что это место, мы понимаем, что речь идет о сатане, о его восстании и о том, как с ним восстали также и третий ангел. Now when did that happen? А когда это произошло? Long time ago. Давно, очень давно. Yeah, that was before Adam and Eve. Еще до Адама и Евы. Okay? Remember, Adam and Eve are in the garden and Satan is already a fallen creature. Помните, что когда Адам и Ева находились в саду, сатана уже был падшим творением. And so you read Isaiah 14 and Ezekiel 28, and these passages of Satan's fall were before Adam and Eve. Итак, читая Исаия 14 главу, Иезекииля 28 главу, мы видим, что грехопадение сатаны произошло до Адама и Евы. You understand that the vast periods of time are passing in this panorama vision. Итак, вот из этого мы и видим, что вот в этом видении очень огромные промежутки времени проходят, и нам дается общий панорамный обзор. And so the dragon is standing before the woman, and he wants to eat her baby when the baby's born. Итак, этот дракон стоит перед этой женщиной, он желает
съесть этого младенца, когда он родился. You remember what happened in Matthew chapter 2? Помните, что произошло в Матфея 2 главе? Remember King Herod and his plan to murder those babies in Bethlehem? Помните царь Ирод, когда он пытался убить младенца в Вифлееме? Okay, what do you think motivated that? Как вы думаете, что мотивировало его? Again, I hope that in this study we're learning to expand our thinking beyond the human realm. Опять-таки, я надеюсь, что вот благодаря этому курсу мы сможем расширить наше мышление, за рамки человеческого мира выйти. So we understand that much of what we see in the Bible is human with angelic influences behind it. И мы видим из Библии, я надеюсь, что мы видим, как здесь в Библии описываются человеческие события какие-то, и как это связано с тем, что в ангельском мире происходит. Just like we see in our own conflict, it's not flesh and blood, it's rulers and authorities. Точно так же, как мы видим описание нашей битвы, она не против плоти и крови, она против властей и правителей и начальств. It's very sad as a pastor to see believers and all they can focus on is the humanity. И мне очень грустно, будучи пастором, видеть людей, которые фокусируются и видят лишь человеческую сторону. And usually when all they focus on is the humanity they focus on is themselves. И зачастую та часть человечества, на которой они фокусируются, это обычно они же сами. And that becomes a big problem. И это становится большой проблемой. Okay, we already saw Christ who was born and caught up to heaven in verse 5. Итак, 5 стих мы уже разобрали, мы видели, Христос родился, был восхищен. And then we see the woman being hidden, fleeing into the wilderness, where God has provided her way of escape. Затем мы видим, что эта женщина бежит и прячется, и что Бог обеспечил ей какое-то убежище. And she's going to be nourished for the 1,260 days that we've seen before. Чтобы в Италии там 1260 дней, эту цифру мы уже видели. Remember, these are the scriptures that we're connecting together to show the complete message that God has for us in the Bible. Помните, что это те отрывки, которые мы соединяем воедино, чтобы увидеть полную картину Божьего послания нам в Библии. And between Daniel and Revelation in various places, we have time, times, and half a time. И в Даниила Откровение у нас появляется в разных отрывках время, времена и полувремя. Or we have 42 months, Или же у нас появляется срок 42 месяца. or we have 1,260 days. Или 1260 дней. And we're talking about the second half of Daniel's 70th week, 3.5 years. Также мы с вами видим вторую половину периода скорби, 3,5 года. Remember, Daniel's 70th week is also called the time of Jacob's trouble. Помните, что также 70-я седьмина у Даниила в другом месте названа бедственное время Иакова. Or the tribulation and the great tribulation. Или же называемую скорбь, великая скорбь. Okay? You want to remember all of these different terms. Вам нужно запомнить все вот эти различные термины. Okay, and this woman is protected. God preserves a remnant during the tribulation. Итак, эта женщина защищена, Бог сохраняет остаток в период скорби. And that is portrayed here in this symbolic vision. И это здесь изображено в этом символическом видении. And now we see the angelic war in verse 7. В 7 стихе мы видим ангельскую войну. Michael and his angels waging war with the dragon. The dragon and his angels wage war. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. They were not strong enough, and there was no longer a place found for them in heaven. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Remember, when we draw out our heavenly uranography, Помните, мы с вами рисовали небесную карту уранографии? we saw that God has a throne, Мы видели, что у Бога есть престол, God has a temple, у него есть храм, and God has a court. и у него есть зал суда. And Satan was expelled from the temple in his original fall, И в изначальном своем грехопадении сатана был изгнан из храма, but he still has access to the court. но у него еще был доступ к залу суда. He's always going back and forth. И он постоянно приходит, уходит. He's roaming around on the earth like a roaring lion, seeking to devour. Ходит по земле, как рыкающий лев, ища кого поглотить. And he's going up to this court to file accusations. И приходит в этот зал суда, чтобы обвинять. Some people make the throne and the court one and the same thing. I think it's best to separate. Некоторые считают, что престол и зал суда это одно и то же место, и мне кажется, лучше разделять их. Okay. But now
even his access to the court is over. Но теперь уже даже его доступ в этот зал суда Okay? завершился. God says no more. Бог говорит больше. And so his access is revoked. Итак, его доступ, ему отказано в доступе. Question? А в какой главе доступ запрещен? В 11? Is it in chapter 11? Access is... Chapter 12, right here, when they're thrown down and there's no longer a place found for them in heaven. Там, где вот 8, 9, что он низвержен, и там 8 для них уже не было места на небе. And I heard the loud voice saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего и власть Христа Его». For the accuser of our brethren has been thrown down, he who accuses them before our God day and night. Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Okay. So, good news, he has done no more accusing. Итак, хорошая новость в том, что все покончено с его обвинениями. Okay, so this is like a court setting. And you're a lawyer, right? Okay? Юрист — это We have a judge, заседание суда. an Есть accuser, and a defender. обвинитель, защитник. And who's our defender? Кто наш защитник? Иисус. Jesus, that's right. 1 John chapter 2. 1 Иоанна, 2 глава. We have an advocate before the Father in heaven. У нас есть ходатай перед Богом Отцом на небесах. You can also look at Zechariah chapter 3 and you will see Satan accusing the high priest Joshua in that chapter. И Захария 3 глава, там мы видим, как сатана обвиняет Иисуса Навина. And he's defended by the angel of the Lord. И ангел Господень защищает Там его. Иисуса, наверное, Иисуса священника. Просто там. Иисус, да. Кого обвинять уже он должен был, если церковь уже находится со Христом, то есть чьи обвинитель, кого он должен был привязать. Whom would he accuse that the church is in heaven already? То есть он должен был скинуть позже, правильно? После того, как церковь была закрыта. Who? Я понятно вопрос своего? Да. If the church was taken already, whom would he accuse? The people that are still on earth. Тех людей, которые еще на земле. Yeah, he wouldn't be accusing us anymore, but he does that today. Нас он уже не обвинял, нас уже не было, но сегодня он обвиняет He was нас. doing that back in Job's day before Israel. В дни Иова он этим занимался, в дни Израиля. He was doing it in Joshua the high priest day during the nation of Israel. И в дни первосвященника Иисуса. We see him doing it in the tribulation until he's thrown out. И мы видим, что он этим занимается и в период скорби до того момента, когда он низвержен. So we easily understand that he's doing it today with respect to the church. Поэтому мы легко можем понять, что и сегодня он этим занимается в период церкви. А вы затронете вопрос, что это будет значить для людей, верующих во время скорби, то, что снова не будут привлекать к ним. Are you going to explain how will that affect people who are during tribulation still on earth? The fact that he is not able to accuse them? Oh yes, we see right here. Вот здесь мы это видим как раз. The people in heaven are going to be happy. Те люди, которые на небесах, они возрадуются, будут счастливы там. Take a look at 12:12. Посмотрите 12:12. When Satan is thrown out, it's rejoice, O heavens, and you who dwell in them. Когда он низвержен, сказано: «Веселитесь, небеса, и обитающие на них». And woe to the earth and sea, however, because the devil has come down to you. Горе живущим на небе и на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол. In some ways, there's a lot of mercy in the world today because Satan isn't here all the time. В какой-то степени можем сказать, что большая милость оказана земле сейчас, потому что сатана не пребывает на земле все время. You know, today he's part-time here and he's part-time up there. Сегодня он какое-то время здесь, какое-то время там. And the time that he's not here, he can't be causing trouble here. Поэтому, если его здесь нет, он не может здесь действовать более активно. But now he's going to be thrown to the earth, and now he's full-time in the earth. А теперь он сброшен, низвержен на землю, и так он все время пребывает на земле. And he has great wrath. И он в великой ярости, в сильной ярости. Because he knows that his time is short.
Потому что он знает, что времени у него осталось мало. Okay. And now he wants to destroy Israel. Теперь он желает уничтожить Израиль. Okay, and remember, he's always had the goal to destroy the Jewish people. Помните, всегда это было его целью уничтожить евреев. Before the birth of Christ, he wanted to keep the Christ from being born. До рождения Христа он хотел не дать этому случиться, его рождению. But if he can destroy the Jewish people, he still can call God a liar. Но если он сможет уничтожить евреев, у него еще есть шанс назвать Бога лжецом. Remember, ultimately, Satan is insane. Помните, что в конечном итоге сатана он сумасшедший. Ezekiel says that you corrupted your wisdom by reason of your splendor. В Иезекииле сказано, что ты развратил свой разум богатством, твоим богатством, не знаю, там у нас сказано в синодальном. He's the wisest creature that's ever been created. Свою мудрость не развил. То есть он был мудрейшим творением, которое было сотворено. And he didn't lose his wisdom. И он не утратил мудрости своей. His wisdom wasn't taken away from by God. И его мудрость не была забрана Богом от него. His wisdom was corrupted. Его мудрость была извращена. And so we understand his insanity in thinking that he can defeat God's plan. Итак, мы понимаем, что в нем присутствует вот это безумие и мысли о том, что он может победить Бога. And if he can destroy the Jewish nation, then he can call God a liar. Если он уничтожит евреев, то тогда он сможет назвать Бога лжецом. And that's the only nation that will work in his insane plan. И это единственный народ, который ему поможет осуществить свои безумные планы. You know what I mean by that? Понимаете, о чем я говорю? Satan can destroy America tomorrow. Сатана Америку завтра может уничтожить. And it wouldn't thwart God's plan because God has made no eternal promises about America. И это никак не подорвет Божьи планы, потому что он никаких вечных обещаний Америке не давал. Or he can destroy Ukraine tomorrow, kill every Ukrainian on earth. Или завтра он может уничтожить Украину, убить всех украинцев на земле. I hope he doesn't do that. Я I like надеюсь, что Ukraine. не будет этого делать, мне нравится Украина. But if he does, Но если и сделает, it doesn't help his attack against God because God has made no eternal promises about Ukraine. это не поможет никак его атаке против Бога, потому что Бог не давал вечных обещаний Украине. But God has made eternal promises about Israel Но Бог действительно дал вечные обещания Израилю and all 12 tribes of Israel. и всем 12 коленам Израиля. So if Satan can kill all Israel, Поэтому если сатана сможет убить весь Израиль, even just a single tribe, или же даже одно колено, he can call God a liar. то уже у него есть право назвать Бога лжецом. And then in his mind, he wins. И тогда, по его пониманию, он выиграл. Okay, how does he win? Но как он выиграл? He said, I will be like the Most High God. Он сказал, я стану как Бог Всевышний. And I'm a liar. И я лжец, Satan speaking. если со слов сатаны. I'm a liar. Я лжец. If I make God a liar, then I am like the Most High God. Если я сделаю, что и Бог лжец, то тогда я как Бог Всевышний. Is that twisted? Is that insane? Это немножко безумно звучит, как перекрутил все. And yet that's his plan. Но при этом это его план. Okay, I will let you take a break if Сейчас я вас отпущу на перерыв, если you can tell me who the woman is in chapter 11. вы мне скажете, кто жена в 11 главе. Израиль. Israel. Take a break.